И вот мы не одни сюда идем, с нами едет целая экскурсия, потому что, я же говорю, этот дом является достопримечательностью. И вот повезли желающих на него посмотреть. А вот экскурсия возле него остановилась, потому что, чтобы что-то понять, надо на него посмотреть с определенной стороны. В Одессе можно увидеть все. Зрители, которые никогда не были в нашем городе, посмотрите, это дом с одной стеной. Возможно, вам действительно покажется, что здесь, в таком доме, живут люди. И да, они здесь живут, но это иллюзия. На самом деле со стенами в этом доме все в порядке. Просто он построен треугольником. Всем привет из Одессы! Сегодня мы вместе с вами приехали в одно из самых любимых мест не только многих одесситов, но и многих гостей нашего города. И, конечно же, это прекраснейший Приморский бульвар. Очень приятно слышать, что в городе есть иностранные туристы. Люди уже не только из Украины, но и из других стран мира приезжают посмотреть, приезжают посетить нашу прекрасную Одессу. Иду, снимаю для вас видео, вроде бы все хорошо, но чувствую, что что-то у меня покалывает кожа ног. Смотрю, а меня просто обсели комары. Приморский очень зеленый, здесь влажность, и, наверное, все комары Одессы сюда прилетели и просто сгрызают прохожих. Поэтому, если вы сюда едете, мои рекомендации, немножко нужно обработать участки кожи каким-то репеллентом. Особенно, если такая погода, как сегодня, немного облачно, все комарики оживились. Видите? Вот, пожалуйста, экскурсии. И я могу сказать, что в Одессе сейчас много туристов, потому что, посмотрите, экскурсионные, а машинки все время заполнены. У нас вчера была непогода, просто настоящий деревопад и пыльная буря. А сегодня, посмотрите, ничего даже не шелохнется. Мы думали, вчера будет ливень, наконец-то польет растения. Немного берет пыль с воздуха, но не тут-то было. У нас засуха, дождя нету. Ну, хоть немного сегодня как-то свежо. Это вообще можно сойти с ума. На вот стекло этой достопримечательности. Здесь раскопки древнего города. Сейчас я вам покажу. Совсем недавно из-за перепадов температуры в июне здесь треснуло стекло. Но видите, уже быстренько все восстановили за достаточно короткий срок. Посмотрите, это археологические раскопки. Нет, я ошиблась, обошла с другой стороны. Стекло еще не восстановили. Вот так сегодня выглядит Приморский. И кто-то решил сегодня делать ремонтные работы. Какие-то дрели, все шумит, гудит. Ну, не самое лучшее время для какой-то стройки. Вообще, в домах бульвара проживала только элита города, и землю под застройку выделяли бесплатно, но с условием, что на ней в течение 5 лет построят фешенебельный дом. А позволить себе такое могли только состоятельные люди. Поэтому на Приморском бульваре красивейшая архитектура, потому что здесь жили только богачи. Я, кажется, знаю, что это за шум. И это совсем не ремонтные работы. Здесь сейчас ведутся археологические раскопки. И нашли следы еще древних поселений. Кстати, и сейчас мы попадаем с вами прямо на эти раскопки. Идем ближе, скорее посмотрим. Это же так интересно. Да, конечно, шумно здесь. Посмотрите, поднимают плитку для того, чтобы было удобнее копать. Ой, как интересно. Я думаю, сейчас мы с вами сюда. Ой-ой-ой, класс. Археологические раскопки. Вот, можете посмотреть, здесь все разрешено. И прям интересно заглянуть с другой стороны. Что здесь такого?
Сейчас на Приморском бульваре ведутся археологические раскопки, в ходе которых уже найдены культурные слои возрастом более 2500 лет. Обнаружены остатки древнегреческой колонии, следы итальянской фактории и даже стена XVIII века, которая, возможно, связана с легендарной крепостью Хаджибей. Вот. Никогда мы еще с вами не видели Приморский бульвар, можно сказать, изнутри. Видите, все копают, все ищут. Есть место на Приморском бульваре. Каждый раз я возле него прохожу, и просто больно смотреть. Сразу напоминает это место то, что еще до сих пор продолжается война. Конечно же, это наш дюк, самая известная, наверное, достопримечательность Одессы. С дюком всегда все фотографировались, но, к сожалению, видите, он еще до сих пор заложен песками, мешками с песком, и это признак того, что война еще до сих пор, к сожалению, не закончилась. Этот памятник имеет большую ценность для Одессы. Во-первых, это самый первый памятник в городе. Кстати, ему скоро 200 лет. Во-вторых, на его установку собирали горожане средства. И в начале войны для того, чтобы сохранить, его заложили мешками с песком. Сначала это было 90 тонн, ну а в декабре 22 года еще добавили 95 тонн. Итого 180 тонн песка защищает нашего дюка от обстрелов, чтобы он, не дай бог, не пострадал. Смотрите, все фотографируются на фоне Потемкинской лестницы, на фоне морвокзала, к сожалению. Знаете, вот сейчас покажу вам, как это все выглядит во время войны. Если раньше здесь стоял дюк, а напротив него морвокзал с красивым отелем, то сейчас дюк заложен песком, а отель выглядит вот так вот. Отель Одесса, к сожалению, разрушен. Я вот покажу. С Ютуба. И мы всегда ее смотрим каждый день в Швейцарии, в Цюрихе, в Монако, в Турции, в Анталии. Ну, конечно же, встречаем в Одессе. Очень приятно вас встретить. Ваша сестра. Да, Ее Юля зовут? Ира. Очень милая тоже девушка. Спасибо большое, нам очень И мама приятно. у вас красивая. Да, спасибо. А как вас зовут? Меня зовут Тамара Токарева. Тамара Токарева. Очень Тамара приятно. Токарева. Спасибо, что у меня отозвали. Инстаграм, но Ютуб у меня тоже есть. Я как бы не блогер, мне просто... Давайте вас обниму. Некрасова 7. У нас там жил раньше, 200 лет назад, 100 лет назад, грубо говоря, 180, 1800, Фредерик Коклен. Знаменитый архитектор, который построил очень знаменитые наши здания. И вот в этом особняке, в этом домике живу я сегодня. Супер. Вот, А на сегодняшний день у нас там сегодня отель, который называется Фредерик Коклен. Бутик-отель. Приходите в гости. Пока. спасибо. Ваши подписчики вас встречают и преследуют по всему миру. Нам очень приятно, что вы нас смотрите. Скучаете за Одессу? Очень скучаю. Но я больше одесситка, Вы такая загорелая. Ну, я хожу на пляже, загораю. Вон моя дочка сидит вот там вот. Она тоже. Вот, дочку тоже покажем, правда? Дочку покажем, махаем. Лара, это ютубы. Ну, сейчас ваши подписчики будут еще дальше подписываться, вас советовать и будут просматривать это не один раз, поверьте мне. Нам очень приятно. Здравствуйте. Это моя дочка Селин Дилара. Ой, какой Селин Дилара. Ой, какое красивое имя у вас. Привет, Швейцарии. Видите, вот сейчас проходит экскурсия. Прям возле дюка. И рассказывают, кстати, о дюке. Классно. Видите, сколько экскурсионных машинок? Делаю на этом акцент, потому что это показатель того, что в Одессу много людей сейчас приезжает отдыхать. А вот, собственно, экскурсии. Здравствуйте. Экскурсии А можно я покажу? Я блогеры, какие экскурсии есть. Пожалуйста. Да, спасибо.
И, пожалуйста, покажите номер телефончика. Покажу, вот сразу визиточку показывают, если кому-то интересно. 050 844 52 67. Звоните, будем рады вас видеть. О, супер, посмотрите. Да. Здесь Катакомбы куда? криминальная, Одесса обзорная, Одесские дворики, оперный театр, катакомбы Дики, катакомбы Нарубайски, еврейская Одесса, монастыри и храмы, Вилково, оперный театр. Даже Вилково можно Да, приехать. да, можно, пожалуйста. Еще один номер телефончика 050 А, уже я 844 записала, да, я 52 67. записала. Спасибо. Молодец, это И вот просто здесь рассказать, можете все посмотреть, катакомбы какие со временем. сейчас Экскурсии у нас все цены. по 2 часа. Вот Да. все экскурсии по 2 часа. Да, вы смотрите, ну не то, что сейчас Вилково. Вилково это 200 километров от города. Ну, здесь люди все время интересуются, потому что посещают Одессу. Интересно посмотреть на достопримечательности. Вот видите, все наблюдают за раскопками, потому что каждый туда хочет заглянуть. Кстати, вот фуникулер, но закрыт. Видите, здесь сейчас все закрыто. Раньше была вартость проезду 10 гривен, но я думаю, что если бы он даже сейчас работал, то цена была бы, конечно же, выше. Я, конечно, трусиха, и Потемкинская лестница – это не то место, где бы я хотела оказаться во время воздушной тревоги, но для того, чтобы вам ее показать, я все-таки решилась сюда сейчас пойти. Ну и многие люди здесь абсолютно спокойно гуляют. Скажу вам сразу, Потемкинская лестница в 2004 году вошла в десятку самых красивых лестниц Европы и заняла 7-е место. Поэтому нам есть чем гордиться. В самый низ, вон туда лестницы, я уже спускаться не буду. Но вот здесь вот вам покажу. Справа можно пройти в Греческий парк, а слева можно пройти в Стамбульский парк. Ну а вот, собственно, так выглядит Потемкинская лестница сегодня. Кстати, она до апреля 2024 года из-за войны была закрыта. Длина Потемкинской лестницы 142 метра, высота 27 метров, состоит из 10 маршей и изначально имела 200 ступенек, но строили дорогу и немного ступенек убрали. Сейчас в ней 192 ступеньки, и ей сейчас, по-моему, 185 лет, но до 200 лет. Смотрите, какое небо. Дождя сейчас нету, но мне почему-то кажется, что несмотря что прогноз погоды говорит о том, что его и не будет, он все-таки пойдет. Наводят порядки, наводят марафет на Приморском, все чистят, моют, и аж сразу воздух посвежее стал, не такой пыльный. Екатерининская площадь сейчас имеет новое название для тех, кто не знает. Сейчас это площадь Европейская. Видите, сколько автомобилей сейчас здесь. Я думаю, многие, кто приехал на этих автомобилях, сейчас гуляет по Приморскому бульвару. Вот так сегодня живет наш прекрасный город, многими любимая Одесса. Сегодня показала вам ее немного с туристической стороны. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так есть, то обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Тихого, спокойного дня, берегите себя и своих близких. И, конечно, до встречи в следующем видео из Одессы.